Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня сошьем интересный блок, который может стать прекрасной каймой к одеялу. Сейчас мы его разберем. Но одеяло шить не будем. Найдем к красивому блоку другое применение. Для пошива одного модуля нам надо один квадратик яркого цвета и один квадратик такого же размера фоновой ткани. Я буду шить сразу 10 таких блоков. Из них часть будет синих, часть красных. Я посчитала нужное количество и выкроила 10 квадратов бежевых, 6 синих и 4 красных. У меня оставался шаблон от предыдущих проектов 10,5 на 10,5 сантиметров. Воспользуемся им. Конечно, для наглядности лучше сначала нарисовать схему блока и хотя бы примерно ее просчитать. Но наверняка придется еще вносить коррективы. Все квадратики разложим попарно и обозначим диагональ. Сколем эти квадраты булавочками. И надо проложить 2 строчки по обе стороны от диагонали. У отшитых проутюженных деталей сначала отрезаем торчащие уголочки в начале швов. Это нам сэкономит впоследствии время при подравнивании. Потом разрезаем по диагонали и расправляем заготовки. Все детали тщательно проутюживаем, еще раз их подравниваем и промеряем. А вот теперь по этим размерам вырезаем следующие детали. К заготовкам с красным треугольником будем добавлять синий цвет. Размер синих квадратов у меня получился 9,5 на 9,5 сантиметров. У вас могут оказаться другие размеры. Все зависит от того, какие припуски вы оставляли при шитье. Эти квадраты скалываем между собой и намечаем диагонали. Обратите внимание, что диагональ должна проходить перпендикулярно к красному треугольнику. На этих деталях также прокладываем по 2 шва по обе стороны от диагонали. А дальше все просто. Прошитые детали просто разрезаем. И получаются 2 детали с новым узором. Обратите внимание, они не одинаковые, они зеркальные. А уже из 4 таких деталей можно придумать новые варианты. Мы делали заготовки с синей галочкой, а сейчас по такому же принципу сделаем заготовки с красной галочкой. Следите внимательно за руками. Для этого мы детали сине-бежевые соединяем с красным квадратом. Когда будем собирать узор, самое главное не запутаться в раскладке. Все детали зеркальные. Сначала сложим все красные галочки. Если выложить вместе рядом несколько красных блоков, то получим красный зигзаг поверх синего. Но попробуем внести некоторую изюминку. Ведь у нас еще есть блоки с синей галочкой. Разместим их между красными. Смотрите, как сразу стало интересно. Получаются 2 цветные змейки, которые переплетаются между собой. Сшивать блоки будем сразу по 4 детали. А чтобы не путаться в раскладке, соберем все детали стопочками и будем брать по очереди из каждой кучки. А дальше уже шьем вертикальными рядами. Готовые блоки тщательно расправляем, и надо их проутюжить с паром. А дальше обязательная процедура – выравнивание блоков. Из тех размеров, что я брала в начале,
Получились заготовки 15 на 15 сантиметров. Укладываем блоки в нужном порядке и приступаем к финальной сборке. Это мне захотелось сшить такую длинную кайму, поэтому с ней долго провозилась. А если сделать меньше деталей, то и дело быстрее пойдет. Смотрите, какие интересные заготовки у нас получились. Вот так они смотрятся на нейтральном фоне. В результате у нас получилась кайма шириной 15 сантиметров, длиной 64 сантиметра. Ох, люблю я придумывать. Немного увеличим размер. Снизу добавим полоску ткани шириной 5 сантиметров, сверху 10 сантиметров. И еще добавим ткань внутренней части шириной 20 сантиметров. Сошьем все эти полоски на швейной машинке. Девочки, знаете, какой вопрос чаще всего задают в комментариях, когда я рассказываю о своих находках в интернет-магазине «Любимый Василек»? Правильно. Вопрос такой. Вы же сами шьете. Зачем вам готовое? Объясняю на примерах. У меня простая бытовая швейная машинка. И сшить на ней такую толстенькую подушку для стула физически невозможно. И знаете, как говорят, женщина должна все уметь делать. Но не дай бог все по дому и хозяйству делать самой. Кое-что можно приобрести и готовое. А самой в это время придумать что-то другое интересное. Да, и из готового можно подобрать целый комплект на кухню подходящей расцветки. Подушки на стулья. Чуть раньше я нашла там шторы, а сейчас отыскала скатерть, и к ней очень симпатичная дорожка раннер, бегунок с цветами вишни и комплект сервировочных салфеток. Немного освежим интерьер кухни. А это готовый набор для кухни. Прихватка, варежка и фартук. Все в стиле пэтчворк. Ну, кто бы сомневался. Этот комплект возьмем за идею для творчества и пример для подражания. Смотрится красиво, но мы сами можем шить гораздо лучше. Для своих мальчишек заказала термобелье. Скоро зима. И носки тоже всегда нужны. Что еще интересного углядела? Как оказалось, всем нужны маленькие махровые салфетки. У меня такая живет на работе в ящике стола. Очень удобно. Вымыл руки, вытер, убрал. А это, смотрите, вафельное полотно. Чисто белое, очень хорошего советского качества, по ГОСТу, плотное и крепкое. Идеально для кухонных полотенец. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду POLY10 действует скидка 10% на ткани на отрез. И еще одеяло верблюжья шерсть. В этот раз попросили более плотное, всесезонное. Оно толстенькое, теплое. Верхний слой простеган с верблюжьей шерстью. Внутри наполнитель. Да, такие вещи сложно сшить самостоятельно. Поэтому сами мы будем делать милые мелочи, которые добавят изюминку в интерьер. Декоративные подушки, пледы, покрывала, накидки и коврики. А сейчас продолжим работу. А после этого хорошенько проутюжим заготовку. А дальше, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Заглянем в закрома Родины. В кулацком хозяйстве и пулемет пригодится. А у рукодельницы можно найти и тесьму, и кружево. В общем, украшаем всем, чем можем. У вас может оказаться что-то свое.
В этом-то вся прелесть лоскутного шитья. Не бывает одинаковых работ. В качестве утеплителя возьмем самый простой синтепон. После утюга он теряет пышность, становится жестким и плотным. Вот это нам как раз и нужно. Крупными стежками пришьем его к лоскутной основе. А дальше сложим нашу заготовку пополам и прошьем боковой шов, чтобы получилась труба. После этого вывернем деталь и сформируем основную часть нашей коробочки. Все хорошо подтянем и расправим. А вот уже теперь прошьем этот бортик, заодно и простегаем его. В верхней части синтепона получилось чуть больше. Бортик оказался пышнее и плотнее. Так и задумывалась. Если вы новичок, то сначала лучше простегать иголкой с ниткой. Когда все прошили, заготовку надо тщательно проутюжить. Синтепон спекается, и коробочка хорошо держит форму. А вот уже теперь можно немного пофантазировать, какую форму вы хотите ей придать. Можно сделать прямоугольное или овальное дно, но я решила сделать просто круглое. Мы знаем, что длина окружности примерно 63 сантиметра. Делим на число π 3,14, и получается, что диаметр круга внутренней части должен быть чуть больше 20 сантиметров. Но мы сделаем еще чуть больше. Все равно часть ткани уйдет в припуски на швы. Из листка бумаги делаем выкройку и примеряем к нашей коробочке. Для того, чтобы сделать дно коробочки, простегиваем вместе с синтепоном ткань верха и внутренней части. Вырезаем донышко с учетом припуска на швы. Теперь смотрите, как надо соединять эти детали, чтобы ничего не перекосило. Сначала находим и отмечаем середины противоположных сторон на обеих деталях, а потом закалываем их булавочками, совмещая метки. Сначала одну сторону, потом противоположную, а дальше уже распределяем равномерно. Когда нас все устраивает, прошиваем иголкой с ниткой. А уже потом шьем на швейной машинке. Этот внутренний шов
обрабатываем косой бейкой и выворачиваем нашу коробочку. Не знаю почему, но мне захотелось, чтобы это была именно коробочка. Но если к ней пришить ручки, то получится корзиночка. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!